Доброго времени суток. У нас почти 600 подписчиков. При этом, если глянуть, сколько уникальных пользователей за ближайшие 28 дней, то их больше 30 тысяч уникальных пользователей смотрит мой канал за ближайшие 28 дней. И у нас 98 тысяч просмотров за ближайшие 28 дней. Эта статистика для меня говорит о том, что, возможно, вы пришли впервые на этот канал, и поэтому я вам сразу расскажу, где что полезно искать. Если вы уже опытный подписчик и знаете, где что искать, вы сразу переходите в тайм-коды и кликаете на основное видео. Если вы здесь впервые или не знаете, где что полезно искать, вам будет полезно послушать это интро. Насчет названия. Я зашит в рамки YouTube, и мне необходимо выбрать название до 100 символов, какую-то картинку с каким-то названием. Если у меня записывается видео на 1,5, 2, 4 часа, потом я вырезаю оттуда пустоты, когда я не говорю и просто читаю какой-то текст, то остается где-то там 1,5-2 часа. На эти 1,5-2 часа где-то 5-6 интересных моментов, которые обучают и повышают вашу IT-насмотренность. Чаще всего, когда вы заходите в видео и открываете комментарии, вот здесь есть блок, что вы узнаете. Это более полная информация о том, что полезного есть в этом видео. Это вступление, это основное видео. И мне в название надо вынести что-то одно. То есть, если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все по этому названию, это не так. И я вас обрадую. В видео будет и то, что на картинке, и в названии, и больше. Такая специфика. Я создаю реальные IT-проекты и снимаю это все на видео, не вырезая сложности, для того, чтобы у вас формировалась ваша IT-насмотренность, чтобы вы сами могли применить те методы, которые я применяю. Я против инструкции, потому что инструкции вас не обучают. Я вам передаю настоящий опыт, который вы можете прожить и повысить вашу IT-насмотренность, чтобы вы самостоятельно справлялись с этими сложностями. Где найти что-то полезное? Если вы хотите создать сайт, к примеру, для продажи ваших услуг, или наоборот создать сайт для кого-то, то вы переходите вот сюда вот в плейлисты, листаете, наверное, в самый низ и смотрите вот сюда вот там, где 28 видео сейчас, веб-кодинг, создание сайта с нуля. Вам не надо будет платить программисту за создание сайта. Там показано, как купить домен, как привязать хостинг, как сделать маршрутизацию имейлов, как создать простой сайт, как сделать засеошенный сайт более чем на 300 страниц, как привязать платежную систему и как привязать сбор контактов с сайта, показаны ошибки не показывания в Google и разрешение этих конфликтов. Так что это полный гайд по тому, как вы можете создать сайт сами. Когда я слышу, что кто-то создал сайт за 20 минут, я понимаю, наверное, это речь о том, что было надиктовано какое-то техническое задание, которое реализовано в код, либо были использованы какие-то конструкторы, которые стоят денег. Показываю, как сделать это все абсолютно бесплатно. Вы не будете платить в месяц абсолютно ни за что. И полностью контролировать весь процесс. По моим ощущениям, это чуть больше, чем 30 часов, но зато каждый шаг показан, и вы сами сможете это все воплотить. Базовый файл по настройке окружения. Здесь сейчас 38 файлов. Вы можете просто выборочно глянуть, что вам нужно, что вам подходит, установить и работать. Этого достаточно для того, чтобы вы комфортно веб-кодили. Кому может быть полезно плейлист, роботы-парсеры, автоматизация. Если вы хотите связываться с бесплатной веб-автоматизацией, то вам есть смысл глянуть, как я это делаю. То есть я построил просто робота, который сам собирает данные из браузера и обходит ряд проверок. Строил при помощи искусственного интеллекта, а использовал бесплатно, без токенов. Хотя бы вам важно знать, что такое веб-селекторы и понимать, что я сейчас делаю. Вот что-то типа такого. Если вы понимаете, то можете смело пролистывать. Что интересно в этом видео, Paperclip автоматизатор. Здесь я общаюсь с Cloud-кодом, и он говорит о том, что связка Paperclip, Hermes и ZAI это даже интереснее, чем сам Cloud-код вот в этом видео. И дальше я поднимаю эту связку. Оркестратор, который 0 людей компания, управляет процессами. И вот счастливое лицо, что все получилось. Здесь есть инструкция, как вы можете самостоятельно настроить это все. 4 минуты. Вы заходите в это видео, открываете комментарии. Приятно, что написали слова благодарности, очень приятно. Переходите вот сюда, вот кликаете. Так, а проект переместился, да? Да, переместился. Вот, переезжаете сюда. Вот эту зеленую кнопку и download zip. И у вас получаются все файлы и все инструкции. То есть вы просто даете ссылку на этот zip-архив вашему искусственному интеллекту, и он поднимает всю связку. Там достаточно сложно. Windows, Linux, они между собой должны общаться, обмениваться данными, чтобы вам не пришлось инвестировать там своих 30-40 часов в это все и кучу токенов. Вы можете просто забирать готовые файлы. То, над чем достаточно долго работал, создание гибридного приложения, 55 видео, и оно уже опубликовано
доступно в Play Market. Ближайшее действие — это еще накатить на Apple, и тогда уже заняться продвижением. Так что если вы хотите создать гибридное Apple Android мобильное приложение, то я показываю как. Моя вам рекомендация — заходить в плейлисты, выбирать, какой понравился по душе, и смотреть с начала до конца, просто как сериал под еду. Потому что если вы посмотрите какую-то серию, которая там 10 или 12, будет непонятно, о чем это. То есть я предлагаю перейти к началу, тогда вы поймете, какие взаимозависимости и какие чудеса мы делаем. Также создал сайт по проведению хакатона, где уже участвуют более 20 стран мира, и прямо сейчас проходит хакатон. Следующий будет в ноябре, так что можете записываться hackonvibe.com. Ну что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как бежит вода, горит огонь, на то, как тебе выдают деньги, на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Давайте продолжим разработку сайта по хакатонам. Есть желание довести до результата залогинивания судьи. Давайте почитаем, что он тут написал. Что изменилось? Юдге, ментор и организер можно выбрать одновременно. Каждый клик сразу последовательно сохраняется в серверный черновик Members Staff Application Draft, а не в Excel Стараде. До нажатия в Сантинуи владелец хакатона эту заявку не видит. В Сантинуи сначала дожидается аутосови, затем создает пендинг заявки на все выбранные роли. Никакие права себе пользователь не выдает. Роли появляются только после одобрения владельцем. Ряды больше не показывается без подключенного диск-сорт. Устранена гонка, при которой поздний аутосови мог восстановить уже отправленный черновик. Исправлен источник стран. Сначала канонические поля аккаунта, старая анкета, только фалбаск. Е2 теперь проходит реальный путь. Апплы новый аккаунт Юдге ментор организер DB Draft Reel от заполнения профиля диск-сорт Boundary Сантинуи пендинг Application с DB Basк. Диск-сорт — единственная внешняя граница. Тест подставляет подтвержденную синтетическую диск-сорт учетку непосредственно в изолированный HaskonWeb тест. Остальные этапы проходят через настоящий браузер, серверы Postgres. Проверки зеленые. 7006 тестов. С Чимагати, Red Baseline, Linter русского Уихарцоде, iReview и критический браузерный E2E. Миграция применена к продукционный тест Postgres. PR пока находится в штатной Mergetrain очереди вместе с другим PR. Код еще не выкачан на продукцион. Поезд отправится при заполнении пакета либо по двухчасовому потолку ожидания. Плохо, что он пишет, что цель достигнута. Также не супер круто, когда пишется о том, что он постоянно проверяет каждую минуту. Интересно, сколько на это тратится токенов. Покажи мне, чтобы я видел своими глазами. Есть у нас вообще в end-to-end тестах debug mode, где запускается тест в таком видимом режиме на весь экран, и чтобы каждое действие длилось 1 секунду. Ну, пусть 0,5 секунд, 0,5 секунд. То есть не чтобы сразу оно быстро пролисталось, чтобы я мог увидеть, что где отобразилось, и увидеть ошибки. Давай вот насчет регистрации судьи начнем с этого. Сделаем здесь debug режим, то, как я описал. В моей логике это не должно ни с чем пересечься, и поэтому должно получиться отдельно, без каких-то конфликтов. Да, сделаю отдельный человеконаблюдаемый режим именно для регистрации став. Шагнем на весь экран, пауза 0,5 секунды после каждого значимого действия, без параллельных тестов и с сохранением окна при ошибке настолько, насколько позволяет PlayWright. Сначала проверю, успел ли предыдущий PR влиться, чтобы не менять уже замороженную голову Mergetrain. Предыдущий поезд не дошел до Мерги. PR получил Mergetrain Red. Прежде чем добавлять дебуг режим, выясняю точную причину, иначе мы построим демонстрацию поверх ветки, которую интеграцион контур уже отверг. После локализации либо исправлю тот же PR, либо отделю дебуг инструмент, если падение не связано с ним. То есть получается, будет ли это все хорошо работать, я не знаю, из-за того, что постоянно они проверяют, готово все или не готово. Надо посчитать, сколько тратится на это времени. Токенов может быть действительно двухчасовой, надо сместить в меньшее количество, не 2 часа. Сделаю это отдельной командой npm run debug e2e staff. Она не изменит штатные быстрые тесты. Только этот ручной прогон откроет реальный чамиум, развернет его на весь экран, оставит одного воркера, добавит словно 500 ms, полный процесс, скриншоты и видео. Сценарий останется тем же несущим staff from 3, поэтому демонстрация и автоматическая проверка не разойдутся. Скриншоты и видео, что-то он не то хочет делать. Но видео-то тебе не нужно, ты его не сможешь проанализировать, я его тоже не буду смотреть. Скриншоты для того, чтобы ты мог отдебажить, да, это правильно. А видео, ну, ни в коем случае не пиши. Видите, он погнал создавать там видео. Режим собран и конфигурация проверена. PlayWright видит ровно один сценарий, один чамиум, full-screen и 500 ms слов мотивон. Сейчас запускаю его на вашем экране. Важное ожидание. Текущий продукцион все еще содержит старую версию, потому что предыдущий Mergetrain покраснел. Поэтому вы, вероятно, увидите сценарий доехать до старого дефекта и остановиться. Это будет честная наглядная диагностика, а не постановочная зеленая демонстрация. А почему поезд не доехал? Ну и, кстати, там он не смог пройти регистрацию. Артефакт уже исчез вместе с временной папкой PlayWright. Синтетическая строка из базы удалена и подтверждена Sound 0. Перезапускаю показ. Теперь только ТЦ и скриншоты. Видео строго. Поезд упал еще на перспективе интеграцион. До Мерги и деплой он не дошел. Оба PR из пакета сначала получили Mergetrain Red. Соседние 1634 уже автоматически переочередили. Наш 1635 остался красным. Сейчас достану точный упавший тест лог. Одной метки недостаточно, чтобы честно сказать, виновата наша регистрация. Соседние PR или их взаимодействие. Видимый став в прогон при этом продолжает идти. Ну, я так понимаю, что вначале надо разобраться с тем, что почему Red. Доведи наш вагончик до поезда. Факта пиара. Я вроде бы вводил Go, но я не вижу, что она где-то применилась. Доведи наш вагончик до поезда и проверь
Финальный вариант. Причина найдена точно. Поезд покраснел не из-за регистрации, не из-за теста. Пакет пытался последовательно собрать 1634 и 1635. И Гитмерге, Скуаш получил два текстовых конфликта. План Цвергематрикс МД, план Requirements МД, оба ПР меняют счетчики и верх реестра требований. На этапе при перспективе сборка остановилась еще до NPM Run стало, поэтому мерги и диплей не начинались. Метка мерги Trainred здесь сформулирована не точно как интеграцион файлет. Соседние 1634 уже переочередили отдельно. Правильное действие. Дождаться его мерги, затем перебазировать 1635 на новый майн, пересчитать реестр без конфликта, добавить наш дебуг режим и снова провести поезд. Вот конкретный вариант того, как сейчас работает поезд. Я не вижу, чтобы как-то это эффективно работало. Есть ли какие-то замечания или предложения по тому, как все должно работать фактически, или все так и должно работать в штатном режиме? То есть это правильная работа поезда, или мы должны ее как-то перестроить? Да, точная причина мерги Trainred. Конфликт документации между PR 1634 и 1635. План Цвергематрикс МД, план Requirements МД. Поезд остановился на Гитмерге, Скуаш еще до запуска NPM Run стало. Регистрация, E2 и диплей вообще не запускались. Правильный порядок теперь. 1. 1634 вливается отдельно. 2. 1635 перебазируется на новый майн. 3. Пересчитываются конфликтующие реестры. 4. 1635 снова проходит поезд и диплей. 5. После этого запускаем видимый NPM Run дебуг E2 и став. Дебуг режим уже подготовлен. Full Stream 1 Chromium, Славма 500 ms, ТЦ и скриншоты. Видео полностью отключено. Остановленный тестовый аккаунт из базы удален. Это нехороший штатный результат. Безопасность сработала правильно. Конфликтующая партия не была слита и диплей не начался, но оркестрация сработала грубо. Один конфликтующий вагон остановил совместимый префикс, потребовал ручного переочередования и назвал ошибку неверно. Я проверяю текущую реализацию локализации конфликта и превращу этот кейс в отдельное машинное поведение, а не оставлю его как операторскую процедуру. Ну, то, что он это пообещал, это не факт, что это он сделает. Давайте это скопируем, ставим. Предложи план, что ты имеешь в виду, как ты предлагаешь это все сделать. Опиши проблему и как ты ее планируешь разрешать. Дай мне атомарные требования, как ты это себе зафиксировал. Ну, он поболтал с нами и дальше погнал что-то в коде копаться, но он себе не записал текстом, а если не записал текстом, то обновится контекст, и он это все забудет, поэтому надо приземлить в антикраш якорь. Продолжаю до фактического финала. Сначала проверю, ушел ли 1634 и какая теперь база майн. Затем перебазирую наш PR без конфликтов, прогоню все ворота, снова поставлю вагон в Мергитрайн и после диплей запущу финальный full screen, став сценарий без видео. Видите, что он пишет? Зафиксирую не косметическую смену текста, а целевой алгоритм. Поезд один раз получил право отправиться, значит после удаления конфликтующих вагонов совместимая часть не должна снова ждать порога 5 или 2 часа. Добавляю это отдельными атомами, чтобы реализацию нельзя было формально закрыть одной новой меткой. Не понимаю, надо перечитать. Зафиксирую не косметическую смену текста, а целевой алгоритм. Поезд один раз получил право отправиться, значит после удаления конфликтующих вагонов совместимая часть не должна снова ждать порога 5 или 2 часа. Добавляю это отдельными атомами, чтобы реализацию нельзя было формально закрыть одной новой меткой. Не могу выделить. Мы уменьшим в размере, и тогда поместится в один экран и сможем выделить. Это выделение как-то пропадает. Давайте скопировали. Скопируем ситуацию, как она была. Копируем вот эту ошибку. Заходим в наш браузер. Копируем, вставляем. Копируем, вставляем. Правильно ли предложен план решения и атомарные требования для реализации? Если да, то хорошо. Если нет, то предложи более правильные атомарные требования или конкретизация к плану реализации. Что-то я даже вставить не могу. Тут скопировал, вхожу сюда, вставляю, да, отправляю. Да, направление верно, что правильно. Но я бы поправил 3 концептуальных момента. 1. Не называйте префикс после каждого PR доказанным без уточнения после успешного скуаш доказано только. Сам посетион валид префикс, но еще не доказано. Интегратион валид префикс тесты ведь еще не запускались. Иначе через несколько месяцев кто-нибудь увидит провин префикс и решит, что этот набор уже прошел интегратион суете. Лучше иметь явные понятия. Сам посетион префикс, сам пособли префиксы после тестов. 2. Rollbacks должен происходить не просто до предыдущего PR, а до точного иммутабли 3. Это важная техническая конкретизация. Если вы последовательно делаете гит-мерги, скуаш, то после каждого успешного вагона желательно материализовать точный synthetic state submit, условно. Давайте это закинем ему и посмотрим, что он скажет. Ctrl-End, Ctrl-Shift-V. Давай обсудим с тобой вот такое вот изменение к плану. Как тебе? Есть ли какие-то полезные идеи здесь от этого искусственного интеллекта или тебе не нравятся его мысли? Изменение сильнее текущего плана, и я его принимаю. Оно поймало реальную двусмысленность в моей реализации. Synthetic submit уже восстанавливается через reset, hardhead, но код пока не доказывает отдельно чистый индекс в arc3 и не различает в именах сам посетион валид от интегратион пассет. Есть только одно уточнение. Сам посетион санфлист интегратион саммант невер инвокит верно для конфликтующего хиат и для пустого сурвивинг субсит. При наличии AC интегратион, наоборот, обязана запуститься для AC. Сейчас перенесу вашу формулировку в нормативные атомы и усилю исполнение под нее. Да, полезные идеи есть. Но я бы не переносил эту таблицу в спецификацию буквально. В ней смешаны хорошие требования, имплементацион детейлс и несколько спорных технических решений. Самая ценная мысль от этого и МТ-45 вот этого в вашей исходной версии действительно стоило явно добавить. Старый кандидате нельзя публиковать. Его надо пересобрать поверх Б, причем лучше сделать это не просто, потому что остается маленькая
маленькое окно. Ческ main на другой процесс пишет B, наш поезд пишет кандидате. Нужна атомарная гарантия. Published кандидате if main is still expected басиша. То есть SAS semantics. MT50 я бы переписал не distributed losk, а более фундаментально. MT50 atomics main publication single writer invariant train must published кандидате unleave hetsur entry mati main is excelsive басиша. Это лучше требование поставить losk, потому что имплементацион потом может быть. Хорошо, предыдущие твои рекомендации я уже отправил в разработку. Какие у тебя будут по итогам этих новых данных, предложения для разработчика, дополнения, что лучше сделать, изменить, дополнить? Пиши, я скопирую, вставлю. С учетом уже отправленных в разработку требований я бы добавил только следующие уточнения, чтобы не дублировать предыдущую постановку. Ну да, он как-то не закончил писать. Тут еще кнопка, которая говорит о том, что еще идет работа, а здесь уже ничего нового не пишет. Вылезло окно. Хотите ли еще подождать? Ну и отвечаю, что да, давай подождем. Ну как-то выделить это нельзя, не получается. Не получается wait, значит exit page F5. Ничего не получилось, восстановить не получилось, так что хорошо, что у нас было два диалога. Сейчас отсюда я копирую первое сообщение, длинное, отправляю его, копирую второе мое сообщение, отправляю его. И после этого еще скопирую его ответ, чтобы у нас было, что он ответил. О, тут большой ответ. Смогу ли я его как-то скопировать, или у меня интерфейс не позволит? Он что-то пишет. Мнение 1. Попробую скопировать то, что мы оттуда взяли. Наверное, я буду копировать просто поэкранно, чтобы точно получилось. Второй экран копируем. Первое мнение его же мы скопировали. И второе мнение мы тоже сейчас скопируем. Мнение 2. Мнение 1 уже отправлено в разработку. Какое дополнение, исходя из мнения 2, ты хочешь внести в мнение 1, чтобы получилось еще лучше, чем мнение 1? Да, из мнения 2 я бы добавил к уже отправленному мнению 1 только 4 вещи. Остальное либо уже покрыто мнением 1, либо слишком имплементацион специфиц. 1. Не определять conflicts past где это важное дополнение к MT41, MT42. После ненулевого exit git нужно смотреть состояние индекс, а не текст ошибки. Git index 0, unmerged entries exit, сравнение конфликтов, select all unmerged paths, unmerged entries, comparison error, rain, infrastructure error. Для файлов лучше использовать, например, или git status forclane v2z. Это дополнительно защищает от ситуации, когда филисистем процесс с git error ошибочно называют конфликтом pr2. Добавить третий матчи не стати. Сам position error в мнении 1 было, я бы расширил. Integration, да, сюда. Conflict, error, success. То есть, текстовый git conflicts, сам position conflicts. Git в арк3 инфраструктуре сломались, сам position error. Тесты после успешной композиции упали, интеграцион файлет. Это не позволяет смешать несовместимость кода с поломкой самого mergit. Ну да, добавить хорошо. real git фикстуре на один файл конфликт. Это хорошее дополнение из мнения 2 к MT48. Обязательный тест. Вот это тоже хорошее сравнение, что если просто в разные линии добавляют, то это фактически не конфликт. То есть нельзя считать конфликтом сам факт изменения одинакового файла. Источник истины. Реальный результат git сам position 4. Усилить финализацию. Стелебаси протекцион должна быть атомарной в мнении 1 уже есть шоппинг. Я бы добавил отдельный инвариант для main. Не просто перед push проверить origin main, потому что между ческой push тоже возможна гонка. Требование лучше такое. MT50. Atomics финализацион стелебаси протекцион. Завершение операций. Фиксация изменений. Должно происходить только в том случае, если целевая ветка по-прежнему находится в том самом ожидаемом базовом состоянии, на основе которого был сформирован и прошел интеграционное тестирование кандидат на слияние. Проверка и изменения целевой ветки должны быть защищены с помощью атомарного механизма сравнения и обновления, сампли-антубдате, блокировки сериализации или иного механизма, гарантирующего наличие единственного писателя, сингли-вритер гарантии. Если фактическое базовое состояние перестало соответствовать ожидаемому, слияние протестированного кандидата выполнять нельзя. Его необходимо пересобрать и повторно проверить. То есть два поезда могут параллельно делать дорогие сампоситион тестс, но оба одновременно не могут успешно записать результат в main на основании устаревшего баси. Я бы не добавлял в XOR автоматический комментарий вида git ребаси origin main. Это хороший UX, но царицнес с поезда от него не зависит. Можно сделать отдельным ницетухави. Итого к уже отправленному мнению 1 я бы отправил разработчику именно эти 4 дополнения. Индекс басит санфлитс детекцион, сампоситион error, non санфлитстинг самифиле фикстуре и атомит стелебаси финализацион. Они действительно делают спецификацию сильнее, не меняя уже выбранную архитектуру. Символ замещения объекта, символ замещения объекта, символ замещения объекта. Кстати, в конец пройдем. Мнение, как тебе? Четвертый проход полностью прошел тест и редбасилине, включая новый несущий сторож стартовой инструкции. И ревью снова выполняет содержательную проверку. Продолжаю до принятого push, а не останавливаюсь на очередном локальном успехе. Полностью согласен со всеми 4 дополнениями. Первое прямо обнаруживает дефект текущего кода. Сейчас любой exception от git-merge, squash попадает в сампоситион conflicts, даже если индекс не содержит unmerged interface. Это неверная атрибуция PR. Исправлю классификацию по diff-фильтеру, z, введу файл сласет сампоситион error, добавлю real git самифиле non-overlap фикстуре MT50. Для MT50 выбранный эквивалент атомарности, единственный локальный цендукстар лоск, единственный апбы с идентиты x от басери от баск. Это нужно явно доказать как единый инвариант, а не полагаться на один предмерги ческ. Хорошо. И ему тоже поставим классику.
Сейчас внешний блок только один. 1634-1 в очереди и штатно ждет либо еще 4 вагона, либо двухчасовой предел после повторной постановки. Обходить через Дирицмерги не буду. Вы попросили именно поезд. Локально наш дебук режим уже закоммичен. Пока кондуктор ждет. Держу наблюдение за фактическим Мерги 1634. После него сразу делаю ребаси. Разрешаю делать срочное слияние и не дожидаться поезда. Хорошо, что я выставил длинное ожидание, потому что если бы я не выставил длинное ожидание, мы бы не поймали эти ошибки и не увидели, что поезд плохо работает. Что мы глобально определили, что сейчас простая логика, очень простая логика, что если два агента работают над одним и тем же файлом, то тогда блокируется возможность доставки поездом. В то время как они меняли разные строки, это сейчас вот мы будем уже ловить, что тогда нету фактического конфликта. Давайте нашего платформ-инженера сюда перенесем на полстранички, прямо пусть он занимает. Ожидающий процесс завершен, но после Сигинт остался его столелоск. Пит владелец уже отсутствует. Fastlane скрипт должен штатно распознать такой лоск, как устаревший. Запускаю его и прослежу результат. 4 дополнения уже материализованы. Конфликт определяется только по nullsифи unmergit индекс. Инфраструктуре файлу некрасит PR. Семифиле non-overlap доказан реальным гид. AMT50 связан с реально эксклюзивным цендукстарлоцкой существующей соли апрулисит границей. Локальные целевые и ред басили не зеленые. Обновляю опубликованную ветку тем же защищенным путем. Хорошо. Fastlane смержил PR с первой попытки. Итоговый ша 37 514 270 уже переключен на WSD. Краткий локальный цурл произошел во время рестарта. Non-ging с конфигурацией и сам деплой завершились деплоек. Сейчас идут обязательные со Steam 3 от баской продукционных сцептанцы проверки. Давайте мы этот запустим. Go, resume. Сейчас там уже я запустил, чтобы PR смерджился, и скоро он уже пройдет финальные проверки, так что подхватывай. И я хочу, чтобы ты заливался, уже не ожидая очередь, то есть по быстрому траку. Но при этом новый PR, он накатывает там линтер, проверки хардкода, поэтому где-то, может быть, надо будет что-нибудь доделать. Да, новый майн уже содержит хардсоди и 18 линтер, и наш div теперь обязан пройти именно его. После завершения ребаси отдельно запущу новый гуард до полного суити. Если он сочтет английские статусы дебуку и хардкодом, вынесу их в существующий механизм локализации или добавлю только обоснованное техническое исключение. Не буду отключать проверку. Так сразу уже можешь запускать и проверять, все делать. То есть зачем ждать? Постдеплей сцептанца идет на точном ша. Основной набор уже дошел до нового теста 18 хардсоди гуард тест MJS, и он зеленый. Ждать завершения всех 469 файлов и продукцион HTTP чармиум проверок. У нас по подписке 26%. Ну, нормально отработал. GPT я им прямо доволен. Я бы сказал, что он даже достаточно экономненько отработал. Да, я его смог там за 3-4 дня так вот инвестировать в проекты, но он достаточно хорошо, классно сражался. Да, уже запускаю непрерывно. Сначала чиню конкретные срабатывания нового линтера, затем сразу полный препуш-пуш и фаст-траск мерги. Искусственно ждать между стадиями не буду. Постдеплей сцептанца идет на точном ша. Основной набор уже дошел до нового теста 18 хардсоди гуард тест MJS, и он зеленый. Продолжаю ждать завершения всех 469 файлов и продукцион HTTP чармиум проверок. HTTP продукцион сцептанция завершилась зеленый. 36. Временные 502 во время переключения были повторены встроенным ретро и не дали отказа. Сейчас запущена последняя чармиум приемка с 31 воркером. Один нам говорит, что все хорошо и все готово, но у меня есть большие вопросы. То есть проверил ли он только те изменения, которые сам заливал, или он переделал весь проект. Задача заняла около 4 часов 7 минут. Использовано 1 миллион токенов. Я думаю, больше, потому что он учитывает входящие и исходящие, а там есть еще закэшированные там 200 миллионов там токенов за такое время, что я наблюдал. Давайте глянем в точности, что там есть, было. Ну вот, то есть здесь 1 миллион, а здесь 700 миллионов токенов. И он, наверное, посчитал только input, output и все. Так что мы-то знаем, как на самом деле. Лучше, чем он. Скажи, пожалуйста, i18n ты прогоняешь исключительно по своему дифу? По-любому, только по своему дифу прогоняет. Поэтому у нас захардкоженные еще и остались где-то там в сайте. Да, отдельный линтер новых хардсоди и текстов сейчас запускается по диапазону Origin Mindhead, то есть только по дифу этого PR. Также работает проверка русского и хардсоди. При этом общий юнит набор дополнительно запускает сами гуард-тесты на всем репозитории, но сообщение но не фусер, фацинг текст literals относится именно к моему дифу. Фу-фу-фу. Проверь, где захардкожен русский текст в проекте и исправь это на i18n. Если у тебя вдруг обновится контекст, перечитай, пожалуйста, практическая философия МД, которая лежит в корне проекта. Продолжает до результата. Разрешаю смерджить в скоростном режиме, не ожидая поезда. Так, а тут у нас наш платформ-архитект-инженер. Что он тут? Следующий блокер тоже справедливый. Рата внутри ляси копировался из рабочего каталога, поэтому игнорит незакоммиченный файл теоретически мог стать
с привилегированным кодом. Меняю установку на материализацию только XATS гитсом через гит-арчиве с обязательным совпадением ожидаемого ша и отказом на дертунтрадскит состоянии. Добавлю негативные тесты, которые физически подмешивают такие файлы. Архитектура понятна. Не запрещать кириллицу во внутренних комментариях тестах данных, а найти русские строки именно на пользовательских рунтиме поверхностях, перенести видимый текст в существующие 18n слой и усилить div в guard, чтобы регрессия блокировалась до push. Старые варк-3 и других задач не трогаю. Их много и по одному списку нельзя безопасно решить, что они брошены. Создаю отдельное дерево и якорь. Да, задача именно проверить Origin на факт, потому что я своими глазами видел там кое-где русский захардкоженный, который виден клиентам, что вообще недопустимо. Так что да, надо этот момент поправить. Да, подтверждаю, что деревья шерстить не надо, только Origin. Ну, если сейчас такой линтер не стоит, что просто захардкоженный определяется, ну, может быть, его и не надо. То есть в любом случае любой захардкоженный уже бы по i18n проверялся, а fallback у нас на английский, правильно? То, что он пишет, я считаю, что это правильно, то есть он находит любую букву алфавита на кириллице. Да, проверяю именно свежий origin-mine, а не накопленные рабочие деревья. Важная поправка. Сейчас проект English First и полноценного переключателя локалей с автоматическим fallback я пока не вижу. Существующие 18n гейт требует выносить новый клиентский текст за локализационную границу, но старый русский долг он не вычищает, поэтому я не буду считать, что fallback сам все исправит. Найду фактически видимые русские ответы HTML в origin-mine, заменю их каноническими английскими лоцализначениями и добавлю полный аудит, чтобы такой долг больше не оставался незамеченным. Уже подтверждены реальные утечки как минимум в импорте LinkedIn публикационной галереи, кабинете владельца и публичной галереи. Ну, ты если где-то увидишь кириллицу, то ты же будешь создавать английский i18n, правильно? И сразу, раз ты уже имеешь кириллицу, то, может быть, ты будешь ответку писать в русский язык, чтобы было уже изначально. То, что переключателя нету и English First, полностью подтверждаю. Ну и зафиксирую эти решения в атомарные требования по этой задаче. Давайте его заведем goal. Если у тебя обновится контекст, обнулится, то, пожалуйста, перечитай практическую философию .md в корне проекта и файл SDLC. Если тебе надо будет найти, где что находится, то ты сможешь поискать это в навигации aniencyclopedia.md в корне, а так выполняй до конца атомарные требования этой задачи. И если из плана реализации что-то не попало в атомарные требования, переноси, дописывай, то есть если это в плане есть, это должно быть реализовано. Уже опубликован и переведен в ряды. Все локальные ворота зеленые, включая исправление замечаний о сохранении профессиональной роли. Запускаю прямой мерги диплей сейчас, без постановки в поезд. Хорошо, то есть вот первые там изменения по регистрации судей мы уже задеплоим. Да, тут replace current goal, согласен. Фиксирую именно этот двуязычный контракт в атомах. Ен, обязательный fallback текущий отображаемый локаль, ру, паритетный перевод для каждого вынесенного ключа. Сначала завершаю неизмененный баселине, затем внесу каталог, заменю все подтвержденные клиентские утечки и усилю полный аудит origin-mine, а не только div. Прогонять, наверное, правильно только на div, а вручную иметь возможность герить запуск проверки сразу по всему, потому что мы один раз, я думаю, проверим все, а дальше мы уже будем проверять только div. Прямой мерги завершен, продукцион уже переключен на 4F1 с FA99. Нгинкс и новый варкер поднялись успешно. Сейчас диплей команда ждет пост диплей акцептанции. Это уже проверка живого сайта после переключения, а не очередь доставки. Защищенный пуш наконец прошел полностью. Тесты, Guards, Red Baseline, iReview без блокеров и Hyadet E2E. Ремати обновлен до 4D254CF6. Теперь создаю, обновляю драфт PR и перехожу к локальному префликт инсталлу состоянию, не включая рулисит раньше доказанного цендустера. Волнительно, они как-то очень синхронно отчитались о том, что все получилось у них, и они как-то все слили. 36, 37. На машине пока есть только выделенные диплайкей. GitHub App Config отсутствуют. System Tunits не установлены. Устанавливаю безопасную непривилегированную адмиссион службу сейчас. Привилегит цендустер останется до получения app-реквизитов от браузерного шага. А вот тут вот мы как раз и вставляем ответ браузерного. Вот ответ браузерного. Если нужно что-то ему еще поручить, то поручи. И там 9% осталось уже, но тут цель запущена, так что оно должно все подтянуться, сохраниться. У тебя осталось 9% контекста, поэтому полученные данные от браузерного сохрани, пожалуйста, в наш антикраш якорь, потому что ты скоро все забудешь. То, что мы показываем App ID и Installation ID, это же все нормально, потому что все равно никто не сможет зайти в мой GitHub, а это применимо только к моему GitHub, поэтому зрителям это показывать можно, правильно? Этого достаточно. Аппы 4 639 195. Инсталлационный 154 750 369. Установка на один репозиторий PM доступны. Дополнительная браузерная настройка пока не нужна. Рулисит он правильно не включал. Я заберу PM из указанного пути и проверю префликт. Затем перенесу его в изолированного System Cendustер. Инсталлер удалит обе переданные исходные копии, чтобы ключ не остался доступен обычному агенту. Текущий защищенный пуш еще завершается. Сначала завершу текущий защищенный пуш и сверю опубликованный ша. Затем проверю апп без раскрытия ключа. Перенесу секрет в системного кондуктора и только после живой проверки перейду к защите ветки. Браузер
Браузерному агенту пока ничего дополнительно поручать не нужно. Да, сейчас занесу результат браузерного агента и точку продолжения в антикраш, якорь, не записывая туда сам PEM или инсталлation токен. Апт и инсталлation не являются секретами. Отдельно поясню точную границу безопасности. Ну, отлично, так и думал. Но лучше уточнить. Да, апт 4 639 195 и инсталлation 154 750 369 можно показывать зрителям. Это публичные идентификаторы, не секреты. С их помощью невозможно войти в GitHub или выпустить токен. Нельзя показывать приватный PEM, JWT приложение, инсталлation Access токен GHS, приватный deploy key. Также зафиксировал, что обе временные пользовательские копии PEM должны быть удалены после переноса ключа изолированному системному пользователю HaskonWeb. Trying. Продолжаю без паузы. Сначала закрываю незавершенный защищенный пуш и сверяю XSFSH на GitHub. Затем запускаю префликты системную установку apt-кондуктора. Пуш жив и не завис. Все детерминированные проверки уже зеленые. Сейчас идет обязательный решающий IRVF. Ремати пока остается на предыдущем SHA-4D254CF. Новый локальный XSFSH 0C634 пока ревью работает. Проверяю системный префликт без чтения содержимого PEM. Обнаружена важная фактическая граница. Apt-PEM есть и имеет 0.600. Первая временная браузерная копия уже отсутствует. Dedicated deploy key тоже на месте. Беспарольного суда нет, но это не мешает выполнить весь непривилегированный префликт и заранее устранить остальные причины отказа. Префликт поймал реальный дефект настройки браузерного агента. GitHub API возвращает для установки permissions. То есть apt создана и установлена в нужной репозитории, но заявленные при врите права фактически не сохранены, не приняты. Это как раз причина не доверять текстовому отчету без API проверки. Браузерному агенту потребуется одно точечное продолжение. Выставить и сохранить sentence pull requests checks и отврите. Затем принять обновленные permissions у installation. Я тем временем продолжаю локальные проверки и не включаю release. Так, открываем нашего браузерного и отправляем ему. Нет, тут надо goal написать. Go. И вот это вот вставить, то, что мы только что вставили. Я так понимаю, что с goal он автоматически до конца уже начинает это делать и доводит до результата автоматически. Раз уже заплачено, пущай работает. Это прошу нарезать в shorts, если искусственный интеллект меня слышит. Так, открылся наш браузер. Он какой-то такой незалогиненный. Так... Что он просит? Это он просит пароль. Нет, это был не пароль. Нет, это был не пароль. Он просит двухфакторную аутентификацию. Мы уже ввели, пусть подхватывает. Да, вроде бы что-то он там организовался уже, занимается. Так что поручили антигравити что-нибудь поделать. Блокер исправленный, закреплен сквозным тестом. Повтор теперь продолжает ждать исходный durable request. Не создает вторую авторизацию и не пишет второй интент. Новый XSFSH Summit 8687 E530. Повторно запускаю полный защищенный пуш. Повторный полный прогон прошел 7077 тестов в Свираге, Асцептанце, Счима, Виса и Редбасилине. Решающий IRVF все еще анализирует весь большой div. Параллельный локальный префликт уже доказал SSH deploy key, System to Nicey Bubbliwrap. Единственный внешний недочет, реально пустые apt permissions. Для браузерного агента формирую точную проверяемую задачу. Второй отказ, не дефект кода, а bootstrap цикл. Liverload нельзя доказать до публикации Summit. IRVF запрещает публикацию до Liverload. Это уже предусмотренный класс внешняя приемка после установки. Сейчас проверяю штатный bootstrap механизм проекта, а не отключаю проверки вслепую. Ну да, но Verify сейчас запустит и все. Штатная ручка здесь есть. IRVF Lacel Blocks 0 переводит только модельное заключение в адвисоры, не отключая ни один детерминированный гати. Использую ее ровно для разрыва доказанного bootstrap цикла. Весь набор из 7077 тестов и остальные проверки будут снова выполнены. Но Verify не использую. Продолжаю с зафиксированным контрактом. Ручной полный аудит всего OriginMine, постоянный блокирующий линтер, только под div. Сейчас исправлю последний формальный сбой реестра требований, затем прогоню полные гейты и доведу ветку через разрешенное срочное слияние. Точечная живая перепроверка теперь полностью зеленая. Все 8 сценариев прошли, включая оба импортных кабинета и полный юдгементор организер round-trip. Это подтверждает, что последний красный был именно в тестовой подготовке устаревшем ожидании текста. Публикую минимальный фоллов тем же быстрым маршрутом. Ну, я бы еще хотел посмотреть, чтобы он мне показал, как это все работает, потому что то, что он показывал, пока что оно было так себе. Ну, то есть он не мог залогиниться, поэтому какой там раунд-трип тест там в одну сторону он не мог дойти, не спотыкаясь. Реестр теперь сходится. Открытый атомпрод, приемки корректно привязан к наряду, а сам контракт остается неизменным. Перехожу к фиксации коммита. После этого Red действительно сравнит новый код с OriginMine, а не пропустит незакоммиченный div. PR получил номер 1638. Автоматически подставленный ожидаемый номер оказался уже занят чужим драфт PR 1637. GitHub отказал без каких-либо изменений. Исправляю номер и сливаю именно 1638. Теперь опубликован в PR 1637. Дерево чистое. Локальная установка уперлась уже не в код, а в две реальные внешние границы. GitHub App имеет пустые permissions, а создание отдельного Unix пользователя требует интерактивного суда. Пока готовлю две точные команды задачи, чтобы продолжение не требовало догадок. Это прилетело от браузерного агента. Проверка подтвердила масштаб. App сейчас видит 36 репозиториев организаций, а не только HaskonWeb. Код правильно отказал до установки. Пока браузер возвращается в SOPI к одному репозиторию, я проверяю сам инсталлер на скрытые системные зависимости и возможные отказы после ввода суда, чтобы пароль не пришлось вводить несколько раз. Так ты терминалом управляешь, ты просто запусти все, чтобы у меня запросило только пароль, и все. Я его введу, и оно применится. Давай так, экономненько работать. Я бы хотел применять эту практику ко всем репозиториям. Зачем мы будем сужать до одного репозитория? Пусть app работает для всех репозиториев. Если наша очередь train правильная, хорошая, классная, то для всех разработок
как она должна быть правильной. Пусть увидит все репозитории. Меняется ли твоя задача для браузерного агента как-то по-другому. Так, а вот это он уже погнал все выполнять, несмотря на то, что я его пытаюсь останавливать. Как его остановить? Стоп, так получится? Да, а то он... Я его остановил, он продолжил выполнять. Да, так и сделаю. Сам запускаю все в ПТ и оставляю вам только ввод пароля. Перед сюда завершаю уже открытое исправление GitHub в SOP, иначе инсталлер правильно откажет после пароля из-за доступа apt36 репозиторием. Сразу после API зеленого запущу сюда команду. Да, это меняет архитектурную границу. All repositories теперь становится вашим осознанным требованием, а не ошибкой настройки. Останавливаю попытку сузить инсталлation и не поручаю браузерному агенту обратное изменение. Но сам Sanduster пока жестко привязан к Haskell Vibitsum. Давать ему доступ ко всем репозиториям можно, однако автоматически запускать один и тот же поиск для всех без per-репозитора конфигурации опасно. Сначала сохраню широкий apps в SOP как разрешенный, а исполнение оставлю ограниченным Haskell Vibitsum до отдельной универсализации. Отличненько, да, вот это уже правильно. Это можно назвать как ошибочно сделаны правильные изменения, которые потом хотели отменить, но я вовремя остановил. Можно в шортс. Широкий в SOP принятый машинно зафиксирован. Permissions минимальный, Actions отсутствует, App видит организацию, а текущие мутабли или ASI по-прежнему запускается только для Haskell Vibitsum. Полный префлик теперь зеленый. Sanduster Bootstrap ряды. Сначала публикую это последнее изменение требований. Инсталлер специально запрещает ставить незакоммиченное или неопубликованное дерево. После push сразу открою вам парольный судопромпт. Так, хорошо, ну, в общем, все работают, все занимаются. Браузерного вовремя остановили. Шалафу под на 1638 уже смержен продукцион переключен на 9F6354 F9. Перед Мерги я отдельно прогнал именно 3 прежних падения плюс соседние сценарии. 8.8 зеленые. Сейчас идет финальная обязательная акцептанция уже на новом ша. После нее запущу тот самый полноэкранный Slavma 500 дебуг без видео. Да, запускай его, но не только для меня. Ты и сам посмотри, что все получается, и дойди до факта. Ну, то есть ты проверь элементы, какие там есть, есть ли там лишние элементы, есть ли все обязательные элементы. То есть проверка вот end-to-end регистрации судьи, это должно быть не так, что пробежался по пути, зарегистрировался и все. Нет, здесь должно быть сильно сложнее. Здесь должно быть проверка, есть ли все обязательные элементы, и проверка, нет ли каких-то лишних элементов, которые clickable. То есть сейчас что появляется? Там выскакивает ненужное меню, которое должно быть только для участников. И его не было, а потом оно появилось. То есть это не какой-то элемент, который пропал, а наоборот есть какой-то дополнительный лишний функционал. Поэтому я тебя прошу, после того, как ты это все сделаешь, ты же можешь стягивать себе страницы, которые ты видишь, и анализировать, что там по факту есть. И тогда ты можешь понимать, что там по факту есть, даже если тебе неудобно смотреть какие-то там скриншоты, да? Вот как тебе удобно, хочешь скриншотами полностью сохрани всю страницу, хочешь там как-то по-другому ее обработай, но дай результат. Я, скорее всего, буду отсутствовать, когда ты это все будешь делать, но просто вот возьми эту задачу до результата и доведи ее, пожалуйста, до конца. Я так много надиктовал, 1300 символов. Он уже прямо сейчас делает. Так, пока все правильно. Германия, Канада, LinkedIn какой-то. Вот это он уже добрел до правильной штуки. Понял. Текущий запуск доведу до конца, но не буду считать его достаточным. После него сниму фактический дом и полноэкранные состояния каждой стадии. Составлю строгий лав-лист интерактивных элементов для став, анлы пользователя и отдельные отрицательные проверки участнических меню вкладок. Если обнаружу лишнее, исправлю продукт, снова выкачу и повторю весь путь до зеленого факта. Видео по-прежнему не записываю. Вот это он хорошо зафиксировал. Я, наверное, это скопирую. Поставлю ему новый гол. Ну, а в случае, если у тебя обновится контекст, то в корне проекта лежит практическая философия .md. Ее перечитывая, она важна. И сохраняй, соблюдая SDLC. При конфликте используй SDLC. Если надо будет посмотреть, где что находится, ты по поиску можешь поискать в навигации, а не энциклопедия, и там ссылка на все, что у нас есть в проекте. Нашел причину блокира точнее. Старый операторский ключ существует у обычного пользователя с режимом 0777. Это серьезнее лишние NPM команды. Исправление сделаю без потери аварийного доступа. RAT инсталлер перенесет старый ключ в RAT Glass с хранилища, а Sanduster продолжит пользоваться своим отдельным ключом. Обычный агент больше не сможет не вызвать деплой команду, не прочитать оператор кей. Владелец сохранит ручной доступ только через осознанный суда. Все войдет в тот же единственный парольный запуск. Надеюсь, было полезно, интересно, познавательно. Для меня какие-то моменты были тоже интересными, когда я читаю вот так вот, что делает Cloud Code прямо в терминале, что удаляет, что пишет, как мы общаемся, это повышает мою IT-насмотренность. Я надеюсь, что это повышает вашу IT-насмотренность, и вы будете создавать более качественные свои IT-продукты. Так что я желаю вам финансового благополучия, создавайте проекты-миллиардники в долларах, пусть у вас все получается, и спасибо за лайки, подписки, и спасибо, что смотрите. Надеюсь, полезно.